Салют! В сегодняшнем видео речь пойдет об обновлениях, которые у нас были в игре. Начну с самого основного, наверное, самого больше интересующего. Это с обновления нашей академки. Да, у нас добавили два новых возможности прокачки. Герои и фракция. Солдат. Герой, ничего необычного здесь, все очень просто и удобно сделали, да. В первую очередь, нас не заставляют прокачиваться именно вот по ветке, да. Мы для того, чтобы дойти до любого нужного нам, как сказать, для любой нужной нам прокачки, да, если мы хотим харизму поднять или еще что-то, достаточно прокачать всего один раз. Прокачиваем на единичку, идем дальше по ветке, доходим до нужной нам ветки, да, мы хотим там прокачать вот фракцию падших, да, вот, у меня побольше уже прокачано, вот здесь 2, здесь 1, вот, можно посмотреть, вот я по единичке качал, то, что я не качаю, все прокачано по единичке, то, что мне не нужно. То, что мне нужно, я уже попрокачивал там по максимуму. Вот, вы для себя индивидуально подбираете, какими героями вы воюете основными, да, их качаете. Если вы не воюете какими-то героями, там, Луны, Солнца, то нет необходимости их прокачивать, соответственно, оставляете их на потом, чтобы не тратить ресурсы. Нужно довольно-таки много руды, очень много ресурсов. Очень дорого будет прокачать харизму. Вот это вот, она начинается прокачиваться с 2000, и дальше там по 4000 прокачки идут, то есть прокачивается очень дорого, да, поэтому харизмой будьте аккуратны, если у вас нету там запасных 400-600 тысяч руды, да, мне дали информацию, что вроде нужно, чтобы все прокачать, 600 тысяч руды. Я не проверял, поэтому на 100% эта информация верна или нет, я не могу сказать, но пока такая информация. Вот, точно так же здесь у нас во фракции, да, тут у нас первые, вот вообще как бы на начальных стадиях, да, там сейчас игрокам не нужны, да, то есть это тем, кто уже все попрокачивал, можно сюда вернуться. Здесь лечение, воскрешение, вот, это такое, я бы сказал, для тех, кто очень много воюет, у кого там часто бывает мор, да, то есть это интересно. А игрокам, у которых и руды немного, да, нужно выбирать нужную там фракцию, дойти до фракции, например, если вы падшими играете, или фракции нежити, да, и прокачать максимально их физ-атаку, да. Маг-атаку, зачем нежити маг-атаку качать? Точно так же, как и фракции стихии, нет смысла качать физ-атаку, да, то есть здесь можно чуть-чуть сэкономить. И оставить это на прокачку на потом уже, на когда, нечего будет качать, там, для ивентов, каких-то ежедневных заданий, уже потом, когда все нужное, основное прокачаете. Вот центральная ветка, да, здесь снижение получаемого урона от фракции. И это, я считаю, что нужно полностью всем прокачать. Я так, начал качать, но нет пока времени, очень много времени занимает. К сожалению, нету галочки, да, прокачать все, что вот заходите, нажали, хлоп, как вот в алтаре у зверей есть. И все прокачалось в один клик. Я думаю, это добавят, потому что только ввели. Думаю, через обновление все пройдет. Вот, поэтому сейчас опять станут актуальные войны за руду, которые были забыты, да, начнут менять правила, начнут ссоры, скандалы на серверах проходить. Как бы вернемся немножечко в прошлое. Довольно-таки интересная вещь, что сделали, да, то есть никакого доната здесь нету, как мы видим. Нужно нам много ресурсов. И там вроде 5 миллионов, 5 биллионов хлеба, дерева. Нужно, соответственно, там, не дешевое, да, так сказать, мероприятие. Но и с другой стороны, ничего космического нету. Для того, чтобы прокачать именно нужные вам вещи, да, я практически все, что мне нужно, прокачал. У меня было 170 или 190 тысяч руды, то есть у меня немного руды было, да. Вот у меня еще 70 тысяч осталось, и я еще могу докачать вот эти вот. Вот я себе оставил здесь и здесь вот центральную линию прокачать, да, тоже прокачаю. Вот, потом уже буду подходить, посмотрю и буду качать руду. Опять же, еще не докачал здесь нужные вещи, да, я тут сделал себе пометочки, прокачивал по 5, по 10. Придется вернуться. И потом уже буду подходить к харизме, потому что харизма очень дорогая. И пока прокачаю более нужные мне навыки, да, а харизму буду качать потом, как его зовут, уже собирать руду, добирать и выбирать нужного мне героя. А пока на данном этапе мне хватит скинов, да, которые добавляют харизму.
Но тут уже каждый для себя будет решать, что ему нужно, что не нужно, как ему нужно и как лучше это все делать. Вот, на этом все. Если будут есть вопросы какие-то или наоборот какие-то советы, делитесь ими в комментариях. Всем спасибо.